السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا، اليوم عندنا درس جديد. Сегодня у нас новый урок, и мы продолжаем наш прошлый диалог. Но вначале, как обычно, давайте с вами повторим упражнение на повторение. Первое. Нам нужно сказать правильно. Третье. Дверь. У вас уже здесь есть подсказки. Отвечаем. الباب الثالث. الباب الثالث. حسنا. Следующее. Пятая штора. Как вы скажете на арабском? الستارة الخامسة. الستارة الخامسة. حسنا. Давайте скажем восьмая кровать. السرير الثامن. السرير الثامن. حسنا. Первый повар. الطباخ الأول. الطباخ الأول. طيب, давайте переведем предложение. Вопросительное. Где 12-я кровать? أين السرير الثاني عشر؟ أين السرير الثاني عشر؟ Следующее предложение. Повар за восьмой дверью. Переводим. الطباخ خلف الباب الثامن. Еще раз. الطباخ خلف الباب الثامن. Я хочу шестую штору. أريد ستارة السادسة. أريد ستارة السادسة. Отлично. А давайте дальше вспомним с вами о времени. Давайте скажем 11 часов, 12 часов и 8 часов. Помните, что когда мы говорим о времени, у нас слово «время», да, «ас-саа» будет на первом месте. Давайте скажем 11, 12 и 8 часов. На арабском это будет звучать так. الساعة 11. الساعة 12. الساعة ثامنة. الساعة الثامنة. Отлично. Рада за тех, кто справился со всеми упражнениями, со всеми заданиями. Я вас поздравляю. Хасанан, помните, что повторение для нас очень важно на самом деле. Это основа, да? Отлично. И давайте с вами дальше перейдем к нашему диалогу. И мы с вами остановились вот на данном предложении, а именно вопросительное предложение. وَمَاذَا تُرِيدُ لِغُرْفَةِ الْجُلُوسِ? Это вопрос, который задает ба'я. Помним, что мы находимся в магазине. У нас два героя. Это аль-ба'я валь-муштари. Аль-ба'я – это... Верно. Это продавец. Аль-муштари – это покупатель. وَمَاذَا تُرِيدُ لِغُرْفَةِ الْجُلُوسِ? А что вы хотите? Ли для. И дальше у нас идет слово гурфа.
тиль-джулус, да? Ну, в данном случае гурфатуль джулус было бы более правильнее здесь написать. Не с касрой, да? Гурфату аль-джулус. Гурфатуль джулус. То есть гурфа у нас это комната, аль-джулус получается гостиная комната. Или зал, гостиный зал, как в принципе вам удобно, да? Чтобы было вам понятно. Гурфатуль джулус. То есть что вы хотите для гостиной комнаты? И далее Аль-Муштари говорит: Уриду арика васаджада. Ага, арика. Арика – это у нас диван. Это может быть также софа, да, сегодня также называют. Может быть даже такое вот кресло, да. Это все у нас арика. Ну, а саджада – это ковер, коврик. И здесь я хочу отметить, да, вот если, допустим, в русском языке, если у нас что-то большое, да, мы говорим ковер. Если это, допустим, коврик, например, да, например, коврик для совершения молитвы, вы его также можете называть саджада. Вернее, даже не можете, его так и называют на арабском языке, это тоже саджада. То есть не думайте, что ковер – это саджада, а вот намазный коврик, да, это как-то по-другому. Нет, это тоже саджада. Арига ва саджада. Хасанан. Сосредоточьтесь, запишите и выучите эти слова, потому что дальше мы выполняем упражнение. Хая. Переводим. 6-й диван. Аль-рикату садиса. 8-й ковер. Асаджадату тhamина. Я хочу диван и ковер. Уриду арика васаджада. Где 12-й ковер? أين السجادة 12؟ أين السجادة 12؟ حسناً. Продолжаем. وماذا تريد للمطبخ؟ Задает вопрос аль-бай'я. وماذا تريد للمطبخ? Что здесь произошло? للمطبخ. У нас здесь удалился алиф, да? Почему он удалился? Потому что два сукуна, да, они не могут стоять рядом. Лиль-матбах. И самая слабая буква, она уступает. В данном случае это алиф. И у нас получилось ли для лиль-матбах. Что такое матбах? Матбах – это у нас кухня. Матбах. Запоминаем. Матбах. Матбах – это кухня. Переводим. Кухня на 6-м этаже. المطبخ في الطابق السادس или же في الدور السادس. Отлично. Что говорит Аль-Муштари? Аль-Муштари говорит: Уриду фурнан ва саляджа. Что такое фурн? Что такое саляджа? Фурн – это у нас печь. Саляджа – это холодильник. Отмечаем себе. Фурн, печь, саляджа – холодильник. И давайте переведем. Как мы скажем, 6-я печь. Аль-фурну седис. 11-й холодильник. 11-й холодильник.
الثلاجة 11. الثلاجة 11. مهم. حسنا. وبعد ذلك следующий вопрос. بائع спрашивает: وماذا تريد للحمام? Ну что ж, лиль, я думаю, здесь понятно. А вот что такое хаммам? Хаммам это у нас уборная комната, ванная комната. И заметьте, а, в то, что я отметила, да, допустим, в школах, да, и так далее, где-то вы находитесь, например, где-то в супермаркете, в каком-то большом центре, да, и вам необходима уборная комната, да. Сегодня очень часто, допустим, у нас дети, также и взрослые, да, они очень часто говорят, спрашивают, да, где туалет. В арабском языке слово туалет здесь не используется, да, так как это неэтично. Говорите слово хаммам, уборная. Хасанан. То есть, если вы, допустим, находитесь где-то в центре и так далее, спрашивайте именно так. Айна хаммам. Айна хаммам. Хаммам – это может быть, там может быть и душ, да, там может быть и туалет, да, все, что вам нужно. То есть, по сути, это уборная комната, там, где вы можете привести себя в порядок. Хасанан. Давайте скажем такое предложение. Ванная на 6-м этаже. Отлично. الحمام في دور السادس или же في الطابق السادس. Что же говорит аль-муштари? Аль-муштари говорит: «Уриду саханан ва мир'этан». Что такое сахан? Сахан это у нас бойлер. Сахан. Кто-то, я думаю, что знаком, особенно те, кто в частных домах живут, да? Сахан. Это есть бойлер. В арабских же странах фактически многие знают, что это такое, потому что он есть не только в частных домах, да, но еще и в квартирах. Сахан. А вот что такое мир? Звучит так очень красиво. Хочу отметить, это зеркало. Мир Мир это зеркало. Тайп. И в конце, по сути, мы видим такие два предложения, которые, я думаю, вам уже они будут понятны. Это уриду мушахадат аль-асас. Что такое мушахада? Что такое асас? Мы с вами разбирали на предыдущих уроках. И слово тафаддаль. Мы его тоже разбирали. Поэтому я думаю, что эти два предложения вам должны быть понятны. И на этом наш урок завершился. Иншаллах, до следующего занятия. Всем желаю хороших занятий, уроков. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.